Так, все садитесь по местам. Дети, добро пожаловать в клуб культуры Комитета государственной безопасности имени Феликса Эдмундовича Дзержинского. Здесь правила строгие. Все сидят на попах смирно. Если нужно отпроситься, поднимаете руку. Но вообще лучше не отпрашиваться. Мы ждем нашего гостя из гордой Донецкой республики. Меня заставили вас разогреть. Мне сказал Леша Ляшенко, это знаменитый стендап-комик и перформанс-артист, который сегодня выступает, что чтобы разогреть публику, нужно их объединить по каким-то группам. И он мне дал такую задачу. Он мне сказал, 2 группы, на которые я вас смогу протестировать. Так что поднимите руки, кто из вас гордый новорос. А теперь поднимите руки, кто из вас голимый укроп. Все, давайте заново. Я неправильно сделал. Нужно не руки поднимать, как в школе, а нужно визжать, типа у-у-у. Теперь все визжим, кто из вас гордые новороссы. У-у-у! А теперь все визжим, кто из вас голимые укропы. Есть всего 2 гендера. Ладно, пока Леша еще там надевает штаны, Леша сказал, что он очень успешно организовывает туры, выступления. Он недавно вернулся из тура Идрака Мирзализаде, который он организовал. Но я не буду даже говорить о том, какие они пропустили рейсы на самолетах. Но одна деталь меня заставила усомниться в его способностях организаторских, потому что мне показал Леша, вот смотри, это мой чемодан с вещами. И в чемодане были только вещи Идрака, а у Идрака остались только вещи Леши. И поэтому частично данное выступление, это, можно сказать, выступление Леши Ляшенко и штанов, трусов, и майки Идрака Мирзализаде. То есть, может быть, от них какая-то энергия юмора передастся. Расскажу анекдот. Приезжает однажды новорос из Донецкой республики в Беларусь, турист. Он вообще не говорит по белорусскому языку, поэтому со всеми в Минске он общается по-английски. Такой современный новорос, который уже... В общем, это альтернативная Беларусь, где по-русски тоже никто не понимает. Это нужно для шутки. Короче, это документальная шутка практически. Новорос приезжает, и он говорит по-английски. Сходит с поезда на вокзале, видит надписи, там все надписи по-русски, по-белорусски, он их не понимает. Он спрашивает у проводницы на выходе, «Excuse me, how do I go to a cafe?» Он хочет в кафе покушать, я перевожу для вас. И новоросу говорят, идете прямо по улице Ленинградской, по Карле Марле, вы дойдете до моего любимого кафе, там хорошее, Темпо. Это другая, которая вместо рыбного... Не порти шутку. Где рыбный магазин Темпо, и новорос идет по улице. Но погода чудесная, птички поют, растения цветут. Новорос смотрит по сторонам, и он такой «Oh, what a wonderful world!» Поет песню «I see skies are blue». Как там дальше пелось? Знаменитая новороссийская песня. И он идет по улице, смотрит по сторонам, видит навстречу красивая девушка идет. И он у нее спрашивает «Excuse me, miss, what's your name? You're as beautiful as a jasmine flower». Перевожу. «Извините меня, пожалуйста, госпожа, как вас зовут? Вы такая же красивая, как цветок жасмин». Она ему говорит «Sorry, I don't speak English». И он дальше пошел. К сожалению, новороссу не удалось познакомиться с красивой девушкой. Идет он дальше по улице, видит, собака бежит навстречу. Он ей говорит
«Hi, doggy». Это он поздоровался с собакой. Но это не относится, это в принципе не смешно, но просто такая деталь, чтобы атмосферу шутки задать. Подождите, дальше будет очень смешно, я как Задорнов могу сказать, затаите дыхание. Просто мне нужно эту шутку как можно дольше рассказывать, потому что я даже не знаю, Лёши еще нет. А я как бы вас должен разогреть. Лёша Ляшенко, ты здесь? А, окей, он здесь. И, короче, идет, все равно я не буду сокращать юмор. Идет дальше новорос по улице, продолжает идти. Он идет разными походками. Идет сначала обычной походкой, а потом, знаете, есть такая походка. Я иногда иду по улице, и люди на меня странно оборачиваются. Вот когда ты... Сейчас, блин. В припрыжку. Ну, когда хорошее настроение, хочется иногда... И новорос, в общем, в припрыжку идет по Карле Марле, по Ленинградской. Наконец-то он видит, это вроде бы то кафе, о котором ему говорили. Вместо рыбного магазина открылась Темпо, пиццерия. Он такой заходит в пиццерию, садится, занимает место, ждет. Ну, там официанты не очень быстро приходят, но приходит к нему официант, и тут начинается, готовьтесь, самый прикол. Новорос открыл меню, а в меню ничего не понятно вообще. Меню по-русски. И он такой не знает, что сказать, но он такой посмотрел по сторонам, в общем-то находчивый был новорос, он увидел, что другие люди едят пиццу. И он понял, что, возможно, можно заказать пиццу. Я забыл главную деталь. Этот новорос был как это называется? Я просто не знаю, как это вежливо сказать, чтобы... Просто я снимаю на видео, и я боюсь... С излишками веса. Можно так сказать? Или не очень красиво? Ну, в общем, он любил пиццу, скажем это так. И он всегда в кафе заказывал 2 пиццы. И к нему подходит официант и такой спрашивает, что будете, молодой человек, что вы собираетесь заказывать? А новорос, он не понимает, что у него спросили, он такой, excuse me? Но здесь официант нашелся, официант знал английский. Не знал, блин. А официант такой говорит, сэр, вот. И новорос ему говорит по-английски, ту пицца. И официант ему отвечает, сам ты тупица. Встречайте Лешу Ляшенко. Очень важная деталь про Толстого была. Хорошо, что не забыл. Тебе нужно быть потише сегодня. Сразу вижу. Профессиональное око. Значит, всем привет, мир. Я Леша Ляшенко. Немного эхо как будто есть такое лишнего. Нет? Нормально? Чуть-чуть тоже слышу. Но здесь эти саунд-миксеры старались, это не явно. Их уже нет. Ну ладно, Никит. В живых.
Я сам сейчас на шамане тут что-то. Вот. Так получше, да? Так. Ну я просто, да. Я приехал в Беларусь впервые. Мне очень понравилось то, что здесь особо нет ничего. Но при этом как бы есть страна, это как данность такая, что ну вот так вот у нас как бы тут все разбомбили во время войны, и вот сейчас у нас страна, и все, что есть, это как бы мы. Не будем про политику сегодня. Я ездил в Витебск автостопом вчера выступать с сольным концертом своим. Было очень круто. Мне очень понравилось в дороге в Витебске, в Витебск, в Минске мне очень понравилось. В Витебске я вот выступил пока единственное впечатление. И музей Марка Шагала еще там. Отлично. А почему вообще автостопом? Вот вы хотите спросить, почему вообще квартирник, почему вообще Минск? Потому что кто я вообще? Я сам не знаю. Я вот Леша Ляшенко просто. Я вот Леша Ляшенко, 20 лет. Родился в Донецкой области, потом что-то жил, ходил там на танцы, как-то интересовался всем подряд. Потом война началась, я приехал в Москву, там что-то делал, как-то начал стендапом заниматься. До этого в КВН год играл, потом что-то не получилось, потом стендап, вот там что-то там и Дракмель Зельзаде, тур, там перформанс с Максом Манхоевым. Вот. А потом я такой думаю, блин, а почему мне бы не переехать в Киев, в мой родной город, в мою родную страну. Город вообще отстойный был тогда для меня. Но переехав в Киев, я такой, вау, как круто. Буду здесь жить, мой любимый город, подумал я. И вводят локдаун в Киеве. И я решаю поехать в Беларусь. Покупаю билет на Белавиа, просыпаю самолет успешно. И все, и думаю, ну все, я уже никуда не поеду. Но потом я вспомнил, ради чего я купил. Ради вот этого просто, чтобы вы пришли, и там я в девушку еще влюбился, но с ней в итоге ничего не получилось. Вот. Мне вообще кто-то сказал, что у меня как бы жизнь комика. То есть я сам не комик, но вот жизнь вот, комика. И я поехал в аэропорт, у меня вообще денег не было. Я занял денег у Драка Мирзельзаде и у папы. Купил билет, значит. Приехал утром, а самолет был вечером, потому что на дневной я не успел, я решил, ну я посижу, ладно. И я что-то сижу, там кофе пью, курю, и уже время регистрации, и я даю свой паспорт на стойке регистрации, и мне женщина говорит, а где ваш ПЦР-тест? Вот. И я никуда не лечу, короче, во второй раз. Я остаюсь в Киеве, и я еще раз занимаю денег, и я еще раз уже у других совершенно людей. И мне люди просто скидывают в Инстаграме денег, там краундфандинговая компания просто запустилась вообще невероятная. Я делаю ПЦР-тест, покупаю билет в этот ваш Минск, вот, и, значит, прилетаю успешно, вот. И вообще, как бы, это я все говорю только ради того, чтобы запечатлеть момент, то, что долг мне действительно важен для этого человека. Не говорю для какого, потому что их много, пусть они сами думают, что это для них. Надеюсь, я уже к моменту выхода, я уже всем долги отдам. С помощью вас, естественно, потому что у меня работы больше нет никакой. Вот. Вообще, я всегда думал, как бы начать. У меня было достаточное количество сольных концертов, чтобы быть увереннее. И я достаточно такой человек уверенный. Я вот думал, как бы начать вообще, как бы начать. У меня есть 3 моих самых любимых начала. 3 моих самых любимых начала, которые я уже делал. Например, первый — это
спички. Значит, я брал коробок спичек. Я забыл их. Можете принести, пожалуйста? Я брал коробок спичек, поджигал одну спичку, она горит, и я ее вот так вот в рот, раз, вот, и она тушится как бы во рту. Вот. И реакция такая, типа, вау, либо ахаха, разная. Но есть реакция, что типа, да, что это такое? И вот для этих людей я беру, значит, две спички, и вот так вот их, значит, раз, и они вот так вот горят, вот, и я их такой, а две спички уже как бы не так легко, как одну. Я такой, вот все, уже все. Я такой, все. И в итоге съел, понимаете? Съел спичку. Вот. Хлопки все равно редкие, согласитесь. То есть это недостаточно удивительно для мощного начала. И я, значит, из-за того, что я беру, значит, коробок беру спичек этих, высыпаю все в руку, и вот этот вот кулак я, значит, поджигаю. Вот это уже, вот это то, что надо. Вот это та реакция. Значит, я, значит, поджигаю. Она очень сильно горит, и мне больно, и я обжигаюсь. И вообще акт самосожжения такой как бы уже в начале происходит. Вот. И да, это даже сложно. Попробуй кулак в рот засунуть. Это сложно. Я такой, раз. Ладно. Сольный концерт все-таки, давайте. Раз. Блять. Так. Все. И вот это. Но я профессионал, как бы я это уже 1000 раз. Раз. Обычно там смешнее. Я еще несколько раз и вообще сильно обжигаюсь. Все идет по плану. Вот, это первый. Второй, значит, это я на одном из концертов в Тюмени и в Москве я пел песню «Лошадами Кантара» и всем девушкам в зале дарил гвоздики, которые были. Вообще всем девушкам. А парням печенье раздавал. Вот. И я когда это придумал, я такой, может быть, гвоздики, что-то очень дорого выходило их покупать, и ответа как бы никакого не было. То есть я дарил подарки людям, а они такие, спасибо тебе за концерт. И спасибо и так бы было за концерт, без цветов. Как бы приятно все равно было. Но я подумал, почему бы мне не сделать, знаете что, не сделать, чтобы люди сами захотели свой подарок получить. И я, значит, купил пиджак. Я купил семена помидор, черри, потому что женщины обожают помидор черри, я знаю. И горох для отвратительных сук просто, для всех, кто... Я, значит, вот эту раз, вот это два. Вот, значит, а парням сладенький тик-так с, внимание, кока-колой. Со вкусом не могу найти. Кстати, я в штанах сейчас Идрака Мирзельзаде. У меня трусы еще есть его. Если хотите, устроим аукцион вещей. Как думаете? Вот же. Ну вот. И там, знаете, лошадами Кантара. Да. Блин, а горох вообще слишком заметный. Вот. Но тик-так, смотрите. Тик-так.
Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, con partigiano come presidente, con autoradio sempre meno mano destra, con Blanido sopra la finestra. Так, тебе горох. Buongiorno Italia, con i tuoi artisti, con troppa America su manifesti, con le canzoni, con Пидоне, con Приморье, Возьми горох тоже бери. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con dolci peni di malina. Buongiorno Dio. Вот вырастите куджатки, есть мания. Да-да. Lasciatemi cantare. Так, мальчик, возьми. No piano. Возьми. Lasciatemi cantare. Это все вам. Женщины, берите. Парни, передайте. Вы нормальные. Perché ne sono fiero. Sono un italiano. Un italiano vero. Ну, значит, это второй способ. Блин, помидоры. Все, помидоры. Помидоры, до свидания. Настоящий квартирник. Представляете, уже начало, а уже есть люди, которые опаздывают. Прекрасно. Третий способ идеального разогрева моего, это, значит, песня, которую я сам придумал для стендап-мероприятия. Но мне нужно, чтобы вы мне помогли ее спеть. Поможете? Чтобы... Отлично, вообще, супер. Давайте, надо разделить зал на 3 части. Значит, вот ваша часть, вот так вот, по камере. Значит, вы должны спеть вместе слово «привет». Давайте, 3-4. О, круто, отлично. Пока самое лучшее. Так, вот вы слово «bonjour». Давайте, 3-4. А вы слово «hello». Hello. Вы мне меньше всего нравитесь. Вы можете альтом, то есть вниз, специально плохо. Hello. А вверх наоборот. Сопрано. Hello. Hello. Нет. Hello. Еще давайте. Hello. Нормально. Вот так вот поете. Значит, привет, бонжур, hello. Вот, привет, бонжур, hello. Это моя песня, я сам ее придумал, ну, как бы взял, но адаптировал, то есть для мероприятия. Но и слова там измененные. Вот, значит, и вам еще надо спеть нам, давайте. Нам. Крупно. Повезло. Супер. Вот. И там потом момент очень важный, когда всем залом надо объединиться и сделать вот так вот. Внимание, ну еще раз. Попробуйте. Давайте, 3-4. Супер. Но не... Вот так вот не надо. Не надо так. Надо, смотрите, надо закрыть рот и сделать дырку вот здесь вот слева. И вот так вот. И воздух выдувать как бы. Нас не догонят! Талант есть, самое главное. Все, это начало. Давайте, бит небольшой ладошами. Хлопайте. Да. Так. Весь мир у нас в руках. Мы звезды континентов разбили в пух и прах. Проклятых конкурентов. Мы к вам приехали на час. А ну скорее любите нас! Крупно. А ну скорее любите нас! Сопрано. Повезло! Ну-ка все вместе! Нас не догонят! Супер! Отлично, поаплодируйте себе за это прекрасное... Вот.
Забыл сказать. Я вообще... Что за человек вообще? Вот я вот рассказал там про себя историю. Я еще заикался. Вот. И как-то избавился от этого. И у меня еще иногда бывают приступы эпилепсии, когда я слишком активный и начинаю трястись. Вот. Это на танцах обычно проявлялось в детстве, поэтому и закончил. Поэтому. Нет, спасибо. И поэтому я и закончил как бы этим заниматься. Вот. Поэтому, если что, там заикание. Если заикание, то это уже проблема именно в вас, как в личностях. То есть это уже никак не исправить. Вот. Пока все супер. А если... Ну ладно, не дай бог. Это начало. Вообще, да, давай. Сегодня клевый день, иду, пишу как по лыжне. За мною клевый парень, Децл, нравится он мне. Ну вот еще немного, я совсем не тороплю. Дойду до поворота, я почти его люблю. Вау! Это Лена. А вот Лену любит Саша, а Женю Игорек. А что там у Наташи появился друг Ванек? У Ани их 4, у Леры может 2. Стреляем снова в тире. Пау-пау. Просто мы такие детки, мы ранетки. Просто мы со вкусом детки, мы ранетки. Просто все, ранетки. Отлично, прекрасно. Аплодируйте. Все, начало. Отлично. Прекрасно. Это же ранетки, СТС, ты что? Это гениально. Есть такая проблема, как в современном мире феминизм. Ну, не феминизм, как бы основная проблема в жизни вообще. Вот я считаю, проблема из-за чего происходит феминизм. То есть там насилие, да, там какое-то. Ну, в основном насилие. Вот, я считаю, это самая главная проблема, все остальное как бы такая второстепенная уже штука. Главное побороть насилие, девчонки, а потом уже все будет круто. И вот, что я заметил. Девчонки абсолютно не умеют самообороняться. Я ходил на карате в детстве, я вспомнил, как бы там всякие приемчики, я бы хотел вам показать пару приемчиков, девчонки. Условно, вы ночью, возможно, это спасет вам жизнь. Условно, вы ночью идете домой, да, откуда-то, с там, работы, блядок, там, вот, идете домой, вот, стоит, значит, вот, маньяк, да, ну, представим, и он такой, значит, неважно, что он делает, вам самое главное не растеряться, подойти к нему максимально близко, насколько вы можете вообще к нему подойти, насколько он позволяет вам, сделать две вещи. Выпад на левую ногу, выпад очень сильный, запоминайте. И дома это обязательно тоже проделать, чтобы... И обвернуть вот так вот, правой ногой его, значит, и икорками дотронуться до его икорок. Очень важно. И просто легонечко, просто ладошкой его вот так вот раз, и он под подножечкой, он как бы падает, вот, дальше уже там полиция, кулаки, уже дальше разберетесь там, как с ним поступать, дела иметь, вот. Вот, если это как бы у вас произойдет, то это спасет вам, думаю, жизнь. Но 21 век, равноправие, я вообще всех уважаю, и поэтому я бы хотел маньякам вообще показать, как защищаться вот от этих значит, страдальщиц. Значит, вот условно вы маньяк, да, парни, в основном маньяки парни, вот
прекрасная, ну, любой из вас может быть маньяком, любая из вас может быть жертвой, вот, представим просто, то есть, и вы нападаете просто на безобидную жертву, и эта сука, она знает, как от вас обороняться, то есть она вас ставит под ножку, вы там раз уже падаете. Вот что надо сделать, парни. Главное тоже не теряйтесь, берете эту сучку за горло, поднимаете, начинаете очень сильно трясти, очень сильно трясти, очень сильно трясти. Девчонки, значит, вы не теряйтесь. Значит, этот мудак, он вас берет за горло, трясет, просто очень сильно трясет. Вы не надо плакать ни в коем случае. Постоянно плачете, женщины. Берете вот так вот, как черепашки-ниндзя, этого мудака, за яички. Сразу, оп, понимаете, можете вот так вот еще сделать. Это уже как бы все. Он такой, и все. Значит, и на 360 градусов раз, на пол, на него. Значит, и всякие там когти обязательно, у вас когти, кулаки, полиция. Значит, все, значит, парни, значит, это пизда ебаная. Она, значит, вас побрила. И у вас еще есть шансы, потому что она вас тут пиздит прям по-всякому. Вот, вам надо вот что сделать. То есть она уже там доделала, там, побила якобы, вот. Вы вот так вот встаете и говорите: извини, но я тебя люблю. Выходи за меня замуж. И если вот такая ситуация произойдет, то это оно. Любовь, девчонки. Надо брать. Да, оно. Вот. И я бы вам свадьбу еще провел, кстати, если бы вас... Вот, это мои уроки самообороны. Да, спасибо. Честно говоря, боязно. Люблю не подсматривать. Обычно, сейчас я прям, надеюсь, на второй раз. Хотя второй раз уже все, это уже на века в памяти, в сознании. Вот это вот техника, блин. Меня никто не знает, как бы я давно этим занимаюсь, я всех знаю, и комики меня знают как бы вокруг, вот, но вот я приезжаю в город, и там вот меня вот вообще никто не знает, то есть я пишу какому-то организатору там из Львова, например, то есть, и он такой: а ты кто? Я такой: там, я вот то-то, то-то. Он такой: все, понял, вот. Потому что все мои видео, которые у меня были, это открытый микрофон на ТНТ в 16 лет, сейчас мне 40, значит, и на Ютубе просто одно видео, которое я сам записал, где я смешно выступил, и одно видео Real Stand Up, такой проект был, вот, Real Stand Up, клевый проект, Артем Калантарян, да, вот, значит, и там я тоже в 18 лет, и на 16 лет очень отчетливо видно, как я нервничаю, как я вообще не умею выступать, как я только начинаю этим заниматься, как я заикаюсь безумно, какие у меня шутки отвратительные сейчас, на мой вкус, там про заикание и все. Потом, в 17 лет, благодаря этому эфиру, у меня был секс, и я избавился от заикания после секса. Серьезно, просто потрахался, спасибо, просто потрахал, как вы с этой женщиной, блядь, конечно. И все. И просто как бы оно само собой прошло. То есть появилась какая-то уверенность, и я такой: ну все, видимо, уже про заикание не получится. Буду шутить про ДНР, про то, что я из ДНР. Блин, это так уникально. И вот, я, значит, пошутил что-то. Потом что-то мне это тоже не разонравилось. И потом как-то искал себя. И в итоге нашел в том, что я идеально пародирую. Это все, что у меня получается. Рэпера Хаски. Но это вообще, то есть вот вся моя жизнь, вот этот навык только. Вся моя жизнь, вот этот навык только. Вот, значит, просто Хаски пародировать, это не клево. Я вообще понял, почему Хаски, кто он вообще такой. Значит, что делает Хаски? Пишет отвратительные песни. Вообще, я его не уважаю. То есть он пишет отвратительные песни, воюет там у меня в Донецке. Дизреспект Хаски. Молодец. Вот, значит. Но как он пишет?
То есть мне нравится как бы слушать хаски, но я слушаю и такой, блядь, ну что это такое вообще? Какой-то хаски, блин, просто да. И я понял то, что хаски, в чем его секрет? В отличие от других всех рэперов. Он заново придумал нотную грамоту. То есть я объясню. Вот есть нотная грамота, там до, ре, ми, фа, соль, да, соль, ля, си, до. Соль, ля, си, до. Хаски перевернул игру. То есть до, ре, ми, фа, соль, си, до. И у него его нотная грамота, она звучит вот так. И большинство песен, они просто это... И вот это вот его бит как бы... Бесконечный магазин. Можете попробовать просто... Мы сейчас сделаем просто его бит. Вот давайте, можете ноту до просто вот. Все. 8 раз. Теперь ноту ре. Не, так. Как будто рыгаешь. Такой, я хаски. Давайте. 3-4. Все. И бесконечный магазин. Вы скажите. Итак. Бесконечный магазин. Как? Бесконечный магазин. Можешь вот сюда, давай. Бесконечный магазин. Все, отлично. Мы, значит, это все компонуем в трек, и получается у нас... Сейчас мы... Все сведено. Мастеринг произошел. Новый трек. Вот. И значит, хаски вообще откуда-то, я не понимаю, этот хаски, постоянно просто Иуда, панелька, побита, побита, подбит, эсбюкаски, Не включили музыку. Я профессионал. Вы понимаете? Ладно. Поаплодируйте хоть уже. Она не играет, что происходит? Не играет? Не играет. Я подумал, как бы играет. Просто я как бы не слышу. Не играет. А там потом я как-то тоже перформанс сделал, то есть повторил. У меня этот пояс от карате, значит, вот так вот, как хаски, этот раз, и подвешивался там за какую-то штуку на сцене. Здесь не за что, просто повешивался. Или вот так вот. Значит, вот так вот раз, и так вот раз, под Иуда. Все это было. Хаски, да, конечно, персонаж интересный. Ну ладно, у нас не про него вещь. Мы на Лешу Ляшенко пришли. Что это? Хаски, блин. И тут свои ручки. А вы не выключили, да, телефон? Ну ладно. Я вообще подумал, что вообще вот как бы комедия представляет из себя, что это такое. Это как бы комедия — это трагедия, я считаю. То есть весь стендап, весь вообще вот юмор, ну стендап в том числе, то есть это вообще все просто какие-то переживания эмоциональные, которые происходили у людей, и они вот эту вот всю грязь свою просто выносят. Я же просто хожу на рейвы, потом это все записываю, и в итоге, вот. Но, вот, и что-то как-то мне просто нравится быть комиком, то есть я комик, мне кажется, вообще, то есть выгляжу как комик.
Я комик. Но я недавно стал, знаете, еще кем? Я стал поэтом. Я стал поэтом, написал стих, вот, и записал рэп. О, кстати, у меня трусы есть и драка. H&M. Трусы и драка. Нет, серьезно. Это кактус. Борода. Ну, короче, это его трусы. Трусы и драка. Я думаю, он не против будет, если мы устроим аукцион. И я верну ему... Так. Трусы и драка Мирза Эльзаде. То есть в теории может быть частичкой как бы его... Стартовая цена, я считаю, минимум 50 рублей белорусских. Это 500 гривен, что вообще хуйня, или 1500 рублей российских. 50 рублей. Ну ладно, 30 рублей. Так вот, стих. Я хочу его прочитать, чтобы дать такую паузу, потому что в середине всегда неинтересно. Это нормально, что вот такая вот, как бы ты устал, но потом оно все вот так вот в горочку, и потом... И чтобы максимально было неинтересно, прям вообще не смешно, я стих сейчас прочитаю. Окей? Называется «Вся жизнь игра». Он. Я никто, и звать меня никак. Парю в объятиях мироздания, как путник гор, как спутник позднего совка. Я против вас, я без ума. Да нет меня, я байт, как единица мироздания, и тело в оболочке и лице хохла. Вся жизнь пуста, вы боретесь за рай в конце, но рая нет. Глянись вокруг, рай — это ты, пчела, дельфины, грибы, речки, небо голубое. Это все начало в той картине. Художник тот, кто видит, а не рисует. Цена стараний — грош. Но хлеб — цена идеи. Две пустыни проще поженить, чем донести до вас, блядей, простую мысль, что звать тебя никак. Да коли ты не перескочишь. Барьер, комфортной простыни, луна восходит на востоке. Что делать в городском потоке, когда бегут, не видя глаз? О том, как жить, от слова страх мерцает в воздух, затем потец вновь поступает и, умирая, крикнув: «Нет за что! Верните матери года!» Она, потратив на меня, не получила ни почета, ни богатств. Бескорыстная и любя святую женщину Елену, повзрослев, покинул я. Вы боретесь за рай в конце, но рая нет. Вся жизнь игра. Светло или отвратно, в плоду или в раю, смешнее не придумать, но жизнь проста. А мы в ней розовый кларнет, прямо как в том фильме. «Каком?» — ответил он. Из зеркала донесся стон. В любом, не испугавшись, взял я сигарету, лишь овладеть желанием, не страхом, увидеть мир, погуляв, и тронуться верхушки гор, я понимаю, я один. Не жизни мне учить, ему разуму не обучить, и тут задачки не для класса 1-2, хотя чем больше ты живешь, тем меньше кажутся проблемы, что были ранее у нас. Говорит ли это об измене личности, взрослении в лет 100? Посмотрю на вас, да посмеюсь. Экзамены, разводы и ремонты, с кровати встать я не могу. Проблема, сын мой, не от даты рождения отца. Не в конец пенсии интересные места. С любым, да не с любым, вообще-то с каждым случится та беда. Вы вникаете в слог красивый, там вам нравится или заставят учителя. Меня уже нет. На бумажке все искусство. Искусство — слово дурака. Вся жизнь игра, сказал так классик. Дополнил я, а мы в ней листья, цветем и падаем гния. Вот стих. Не ломай свет. Спасибо, спасибо. Что? Не стоило. Кать. Я сейчас еще вам покажу, значит, свой разогревающий танец. Он идеально подходит. Это потом для меня. Он идеально подходит для конца мероприятия уже, потому что как бы я разогреваю, и вы такие: поможете мне станцевать, надо, чтобы вы помогли, окей? Там простые движения. Поднимайте руки,
Там простые движения. Надо делать так вот. Соку. Бачи. Соку. Вира. Соку. Бачи. Соку. Вира. Соку. Бачи. Вира. Супер. Это я ради этой песни специально выучил итальянский язык. Но оказалось, что она на португальском поется. Вот. Но я вдохновился так и подумал, что зря уже лошадный кантар уже выучу. Вот. И как бы жизнь вот это вот. Тут глубокий смысл, господи. Жизнь на португальском. Вот это жизнь на португальском. Вот, не понимаю почему. Вот. Ну как бы вот так вот. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, 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 vira. Voce brinca como amica, voce brinca te così, voce secca la calon, bola sem bola, voce brinca te sono, que te, rapida, soco, voce chada, bate, mo, aberta, на португальском, я не знаю португальский. Accelerate, посмотрел в гугле, это значит ускорение, давайте ускоримся и... Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Soco, bate, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Soco, bate, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Soco, bate, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Soco, bate, vira. Soco, Я быстрее. Много. Секрет. Не раскрою этого. Да. Вообще я... Что? Я как-то вдохновился одним человеком. Значит, я даже его имени не знаю. Но это комик. И мне его показал тоже там комик один, русский, который был в Эдинбурге на фестивале комедия. Потом большой, такой масштабный, там прям 1000 комиков приезжает, и он месяца длится просто. Вот, и там был комик, который продавал свое сольное выступление только на диске. То есть его нет в интернете нигде, он сам лично продает свои выступления на диске, я даже его имени не помню. Вот, и там я даже не смотрел этот сольник, то есть он меня настолько сильно впечатлил, я просто перемотками смотрел, вот, и там он, значит, что-то рассказывает на английском, что-то рассказывает и начинает отыгрывать как бы секс, вот так начинает отыгрывать секс, потом снимает все, вот, снимает штаны потом, вот, и начинает как бы отыгрывать секс. Но в какой-то момент снимает трусы вообще. Снимает он трусы и начинает отыгрывать секс. И он вообще голый полностью стоит и выезжает
сзади него рок-группа, полностью голая, полностью голая, а в зале много людей, прям, ну, старых, как бы зрелых, молодых, разных абсолютно, и выезжает полностью рок-группа, начинает, и он с вот этой вот стойкой, как Фредди Меркьюри, он начинает петь и трясти членом просто, и начинает петь, вот, потом они уезжают, и он продолжает стендап полностью голым, продолжает полностью голым стендап, и потом в самом конце выезжает опять эта группа «Огни», и он там что-то про раскрепощение говорил, и там огни, и все в зале начинают раздеваться просто, вообще все в зале начинают раздеваться, снимать прям штаны, вот такие, лифчики, женщины какие-то прям бабушки. Я смотрел, такой думаю, ебать. Первый раз заругался матом сегодня, просто вау, жесть. Вот это круто. И я такой, я заикаюсь. Тогда я говорил, вот. И подумал, ну, как бы это меня впечатлило, но все-таки я сам к этому пришел, чтобы вы понимали, к чему. Вот, и я как бы и стих ради этого рассказал. Ну, как-то уже пафосно звучит. Вообще стих хуйня, стендап хуйня. Полная вообще стендап — это залупа для дегенератов, я считаю, как жанр. Вообще просто надо быть тупым человеком, чтобы любить стендап, потому что ты ничего не видел, как будто кроме... То есть вот стендап, я вот не понимаю, то есть люди, которые любят стендап. Ладно, короче, можно, да, любить стендап, конечно, но как-то еще надо развиваться, как будто там музыку слушать, в театр ходить хотя бы. А есть прям люди, которые только стендап, шутки. Ну ладно. Вот, еще у меня, значит, трусы. Это трусы, это тоже трусы, Драка. Это тоже трусы. Я бы вам вот их бы хотел продать, на самом деле. Вот, это его трусы. Это его трусы. Это его трусы. Это его трусы. Вторые. Вот первые трусы. Вот первые трусы. Вторые трусы. Оба и Драка. Вот это уже как бы 50 рублей, только думаешь. Да, 50 рублей. Серьезно. Как бы две пары трусы и Драка. Нет, третьи трусы, там дальше все просто член. Просто. Я, конечно, показывал член там парням, там, женщинам, там, мама, папа смотрели, то есть и, девушки, там, первая девушка, вторая, третья, там еще пару каких-то просто там, шлюх. Вот. Вообще я всех девушек уважаю, на самом деле. Это все шутки, и я обожаю вообще все вообще в этом мире, вплоть до колосков деревьев, я не знаю, и женщин, и банально. Да. Самое главное, это что? Самое главное, это то, что я придумал, и я вот вам сейчас это покажу. Вообще мне интересно, как бы ваша реакция и слово потом ваше. Я заметил, что меня привлекает в жизни вообще. Это классическая музыка, ну, от чего я получаю максимальное просто удовольствие. Значит, это классическая музыка и суши. Просто обожаю суши. Ем палочки, эти роллы. Филадельфия, мои любимые, с этим, значит. Вот. И я решил, значит, объединить. Что это значит? Объединить вот суши вот, и классическую музыку. Я бы под ваши аплодисменты хотел бы объединить. То есть, и я, вот как бы есть вот там трек один. Короче, посмотрите. Все.
Отлично. Меня зовут Леша Ляшенко. Переезжайте в Киев. Подписывайтесь на стирку. Ой, я же забыл микрофон, господи. Давайте. Подписывайтесь на стирку, на вечерний микрофон. Приезжайте в Киев. Путешествуйте, будьте свободными, учите языки иностранные, белорусскую мову вчить, свою родную мову свою учите, белорусский язык вообще никто не знает. Мне зачем знать вообще? Вот, значит, спасибо, что пришли. Покупайте еще стикеры за любую сумму и можете оставить любую сумму просто так. На карту перевести не получится, мне заблокировали из-за того, что я взял микрокредит и не выплатил его. Ну, там долгая история. Вот, значит. Спасибо, что пришли. Спасибо. До свидания. Was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought I may have a little bit of a chance, because all I really wanted to do is music and not play music, compose music. Sing maybe 30 minutes. I think I have about 7-8 songs. Было самый главный ответ для Беларуси. Because I didn't want to drive home, and that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, the 70s, and Я подарю, наверное, девочке, она любит I know the Супер, я synthesizer. сам буду их много. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? А то потом And заблокируют. I didn't have any idea what to do. Там кнопка есть. Click, so